Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на ближайшие дни с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем, что ждет, что прояснится, что вас удивит или будет для вас неожиданным. И начнем мы с того, что мы достанем с вами три карты, как три знака судьбы. Что важное будет в эти 10 дней? Что придет в вашу жизнь, на ваш порог, что случится, произойдет, или, может быть, как подсказки, в какой сфере жизни это или чего может вообще касаться. Мы не задаем вопросы, позволяем картам раскрыть для нас палитру событий самых важных или важных энергий. Второй знак судьбы, как секретная карта. Вот секреты будем раскрывать с вами на будущее. И давайте прямо спросим, так а что же там удивит или будет для вас неожиданным? А что для весов прояснится, какая тема, какой вопрос? И по основным сферам жизни давайте спросим, что в любви, в личной жизни и в целом взаимоотношения. Вопросы дома или что в доме, что ждет, да? Что в работе, в каких-то достижениях, может быть, у кого-то в творчестве, или это учеба, важные встречи, согласования, документы, словом, у кого что. И денежки, что в финансах. Итак, первая карта, знак судьбы, личная жизнь, а для кого-то просто ожидание, которое нужно, судя по всему, как минимум обдумать, стоит ли ждать. У кого-то из вас вопросы, может быть, как вот в эти 10 дней, именно сопряжены с вашими близкими, может быть, с детьми. Партнерские отношения именно либо в паре, либо в браке, но как будто тема номер раз. Давайте откроем второй знак судьбы, чтобы, может быть, это мы свяжем. Да, все-таки тут будет ожидание, мои дорогие, как будто задержались весы на каком-то участке, может быть, так, участке жизни, может быть, так складывались обстоятельства, что что-то вы не могли, ну, как преодолеть, вы не можете изменить. Но есть все-таки то, что изменить вы можете, как будто девушка задержалась, глядя в окно. Пора уже действовать. Вот, видимо, само по себе ожидание, мои дорогие весы, это вот нужно обдумать, чего же я жду. Тут может быть какая-то история, которая, да с чем угодно связана, не обязательно с личной жизнью. Давайте я спрошу, а с чем же это связано? С деньгами, мои дорогие, у кого-то. Ну и деньги, они ведь к нам откуда-то приходят. Поэтому, может быть, это история, которая будет на уровне согласований. Где-то ожидание денег, может быть, у кого-то банально деньги задерживаются. Или вам придется менять какую-то конфигурацию, менять метод по работе, чтобы денег буквально было больше или они приходили вовремя. Ну, тут каждый сам по себе, да, ведь как бы мы разные. Кто-то может работать сам на себя, да, и это вы получаете доход, а кто-то ждет, когда взаимосвязь, может быть, с вашей организацией, с какими-то выплатами, да, то есть вот немножко разные могут быть позиции. Поэтому, кто-то придет к выводу, что мне нужен дополнительный доход, потому что на основном месте работы, ну, там нет, больше не получается. Именно денежная тема, да. А для кого-то из вас это может быть и перспектива, мои дорогие. Но точно не ждать. Вот потому что тут, знаете, как будто лови момент. Девятка все-таки. Будут впереди перемены. Может быть, вам придется, вот вы и будете иногда, двойка жезлов проигрывается так, что мы строим планы на будущее. Мы как бы четче так пытаемся для себя найти информацию, с чего начать или где применить свои знания, свои силы, свою энергию. Но более конкретно, видимо, вы будете определяться и движущая сила или мотивация. У кого-то пусть это будет касаться личной жизни, но мотивация это будет именно деньги. Третий знак судьбы. Король жезлов. Карта харизматичного лидера. По этой карте это может быть для кого-то из вас даже по части личной жизни. Страстная любовь, почему нет? И для вас, мои дорогие девочки, это может быть какой-то мужчина, может быть, даже рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, который магнетизмом обладает, ну, может быть, и отношения такие страстные. Но ведь вот незадача. По этой карте нам всегда говорят, ведь это лидер сам по себе. Иными словами, командир, начальник, руководитель, который говорит, он может воодушевить, он может в вас какой-то, знаете,
энергию оптимизма вдохнуть, да, или как вы можете напитаться вот этой энергией. Но делать он ничего не будет. Делать придется самим. Мои дорогие мужчины, это может быть с вашей позиции какая-то тоже страстная любовь. Но не для всех. Давайте будем здесь просто делить надвое, потому что мы все разные. Но именно как будто тоже ожидание может быть с этим сопряжено. Ожидание, которое в личной жизни. Но тогда вы, мои дорогие мужчины, тоже ничего делать как будто не собираетесь. Может быть так, для кого-то из вас это может быть конкретный человек по части работы с какими-то обещаниями. Обещания были, но прогресса нет. И вам придется быть самим собою. Вот прямо так скажем. И не важно, что меня смотрят, конечно, по полу мы карту не рассматриваем, да? Вот неважно, кто, девочки или мужчины, король мечей. Значит, для вас, мои дорогие девочки, вот эти холодные энергии, более мужские, рациональные. Ну, не время для эмоций, не время для ожиданий. Время аналитики, четкости и ясности. У нас весь февраль месяц ясности. Поэтому нужно прояснять, чтобы меньше было как белых пятен, непонятностей каких-то. И это карта интеллекта, карта эксперта, карта человека знающего. Иногда проходят официальные лица, занимающие высокий пост, иногда люди в погонах, иногда и врачи. То есть это те люди, которые работают по приказу все. И есть у них определенные рамки от и до. И вот в рамках своих полномочий они могут оказывать консультации, и у кого-то консультация юриста, а для кого-то это будет, ну, может быть, и стоматолог, к примеру, или пройти обследование. Но это может быть и чиновник, когда вам нужно договориться. Вот по части чиновников или каких-то согласований примите к сведению, как знаки судьбы. Вы можете быть вынуждены вести какие-то переговоры, согласование, когда 2 короля и больше. Это значит, ну, где-то даже у нас будет много общения, может быть, с теми лицами, которые и есть руководители или люди, ну, вот знающие, да, специалисты узкие в своем каком-то деле. Кстати, кто-то может банально решать вопрос даже дома по ремонту. Иногда проходят люди, работающие с металлом. То есть, ну, нужно что-то отремонтировать. Понятно, не мы сами, но если мы не специалисты, мы будем вызывать какого-то сотрудника, и для того, чтобы он нам что-то исправил. Вот много дел у вас в эти 10 дней, и здесь не до ожидания, это точно. И вот такие рациональные энергии, они вам будут помогать. Хотя, может быть, какую-то и сложную задачу вам придется решать. Конечно, нужно тогда обдумать, но быть, скорее всего, реалистом. Потому что, знаете, эмоции, они могут вас накрывать. Вот, наверное, что я должна важное сказать. Но с 10 по 20 не время для эмоций. Что вас удивит или для вас будет неожиданно? Ну, точно не время для эмоций. Вам придется принимать важные решения. Решения и решиться сделать первый шаг, как будто в эти 10 дней. К чему-то приготовьтесь. Это карта мужества. Это карта заслуженного успеха. Вообще она так как бы прописана. 6 – это всегда победа. Но это не та победа, которая в этот период, не в эти 10 дней. Это как будто заслужить. Нам еще предстоит что-то согласовывать, с кем-то договариваться, может быть, какие-то позиции совместно обсуждать. Ну, может быть, и узнавать, как в отношении нас работает закон. Вот это я тоже не исключаю. Но вот мы разузнали, а потом мы от прежнего берега отплываем, как будто идти вперед придется. Потому что уже в прежнем, или на прежнем берегу, или в прошлом а там ничего не растет. Там уже какая-то выжженная пустыня. Вот что вас удивит. Как ваше собственное решение. Почему? Вот если раньше на что-то вы не решались, в эти 10 дней вы можете решиться. У вас энергии таковы. Правда, перейдите на мой сайт, прочитайте мои статьи. Там у меня есть и коридор возможностей. Последняя статья «Волшебный мост между прошлым и будущим». Я думаю, подсказок будет больше. Есть и гороскоп на февраль. У каждого просто своя задумка. А вот обдумайте в комплексе. Никогда не знаешь, какая информация будет вовремя и в цель, правда? Поэтому тут у вас какой-то путь, какая-то траектория к заслуженному успеху. И тут никак нельзя отказаться, мои дорогие. С чем это будет связано? Давайте. У кого-то конкретно удивит поездка. Может быть, вам придется куда-то поехать. Может быть, период, когда много переездов, перемещения.
Но это точно так же какой-то человек может ехать к вам. Что вас удивит? Но вот надо на что-то решиться. Карта искаженного восприятия, карта сомнений и страхов. Вот я все то, что я сказала до этого, а идти вперед придется, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Аркан колесницы, не потеряй времени, не оглядывайся назад. И вообще ведь возничий в аркане колесница управляет лошадьми силой мысли, отнюдь не вожжами. Поэтому и у вас вот какая-то интеллектуальная работа предстоит и аналитика. Будьте к этому готовы. Не время для эмоций вообще. На кону что-то важное. Имейте для себя какой-то запасной вариант. У нас сейчас время такое, кстати, могут сбоить, как будто, да, как и системы, может быть, как интернет, да, или могут сбиваться расписания. Может у нас, что-то как недостоверная информация приходить. У нас может, какой-то маршрут меняться. Поэтому проверьте на всякий случай для тех, кто водитель, проверьте автомобиль, чтобы не было сюрпризов, да, про техническое состояние. На всякий случай продумывайте дополнительный маршрут. Для тех, кто не водит автомобиль, тоже сбой в расписании, к примеру, это возможен. Поэтому это теоретически. Поэтому, знаете, вооружен, значит, как будто защищен. Поэтому альтернативный маршрут или на чем поеду, какой транспорт. Ну, буквально так. Вот вам как будто, знаете, вот этот запасной аэродром или запасной вариант, может быть, и план А, план Б, план С, вот какие-то такие планы, что если одно не пошло, окей, мы взяли, переиграли и поступили как-то по-другому. Но нам как будто нужно оказаться в нужном месте и в нужное время, и не оглядывайся назад. Не время тут устраивать себе глубокую философию на мелком месте. Что прояснится для вас, мои дорогие любимые весы? О, да тут и по закону прояснится, тут в отношении конкретного человека что-то прояснится. Может быть, сама по себе как система меняются. Ну, даже если не законы, они у нас не меняются, подзаконные акты, какие-то поправки. Может быть, вы окажетесь даже как в коллективе. Вот смотрите, я уже говорила, 2 короля, да, когда люди могут даже быть несколько выше по лестнице иерархии, и вам с ними придется диалоги какие-то выстраивать или, может быть, договариваться, мои дорогие. Но тут правда, что прояснится? Что наступает момент истины и новой организации вашей жизни. Да, при этом мы должны учитывать традиции, условности, законы, и корректировать свою активность, свои действия, свои решения. Вот к этому будьте готовы, что прояснится. Вот таким образом прошлое пытается от вас оттолкнуться. Вам, правда, только вперед. А вперед это всегда не тот метод, который был раньше, не тем способом. Приготовьтесь, что себя придется перестраивать, мои дорогие, организовывать действительно вашу жизнь по-другому. У кого-то прояснится конкретно по части перемещений дорог, когда еду, куда еду, с кем еду, может быть и так. Или пусть это какая-то важная встреча, согласование, контакты, да, подписание, может быть, каких-то документов. Но тут тоже все равно это с прогрессом, это куда-то вперед. Но, опять же, нам говорят, и если ты будешь по прежнему шаблону действовать, то так не получится. Поэтому смотрите вперед, мои дорогие. Понимаете, что, ну, как будто назад дороги нет. Нужно какой-то вопрос однозначно решить. И так, чтобы это служило для вас прогрессом. Любовь, личная жизнь и взаимоотношения в целом. В принципе, никто не мешает. Старший аркан — отшельник. Это философ, мои дорогие. И хочется сказать, все-таки на взаимоотношения смотрим, а это всегда эмоции. Так вот, у отшельника, у него нет эмоций. Ему все равно, кто что думает. Он идет вперед. И даже если ему кто-то говорит комплименты, или он слышит что-то приятное, да, может быть, кто-то и пытается усыпить вашу бдительность. Но вот по аркану отшельник мы на это не реагируем. Нам как будто никак. Точно так же и отшельника невозможно расстроить, огорчить, даже если эта информация не очень приятная. Ему тоже все равно. Может быть, вам, мои дорогие весы, придется быть третейским судьей. Но, а вообще же планетарно, я бы хотела сказать, у вас наступает время,
вы великий дипломату. Так вот эту дипломатию, то, чем вас наделила природа, время использовать себе во благо. Именно начать с того, а чего же хочу я. И в этот период вам никто не мешает. То есть нет каких-то зримых помех, но и мы храним молчание. Мы здесь не афишируем, что мы собираемся делать и куда мы собираемся идти. Будьте загадкой для окружающих, вам это будет помогать. Но и вы сами пока еще... Почему где-то карты? Посмотрите, два старших аркана. Отшельник может создаться впечатление, что он сидит, никуда не идет, а он просто идет медленно. Он выбирает как бы шаги, да? Или он осматривает то место, куда он поставит ногу, перед тем, как поставить ее. Он очень вдумчиво относится к чему-то. И по аркану Луна тут ведь еще пока многое не прояснено. То есть что-то у вас проясняется, это факт. Но это еще не полная конфигурация, что-то остается в тени. Вы сейчас не видите, или, может быть, вы пока чего-то не знаете. Шаг за шагом вы будете узнавать какую-то правду, или какая-то реальность будет для вас складываться. Тут вы несколько зависите от решения других людей, третьих персон, или какая-то ситуация, в которой участвуют третьи силы. И вы тут тоже не можете что-то просчитать, вы даже можете и не предполагать. Поэтому вот эта философия жизни, а у вас это как раз ваша сильная сторона, вам дает правильные ориентиры и подсказки. По аркану Луна мы избегаем толпы, мы избегаем конфронтации. Даже пусть это, ну, или семьи касается, или работы, два старших аркана. Если вы оказываетесь как между двух огней, мои дорогие, то вам ни к одному огню, ни ко второму. Вам самим по себе, как вот этому философу, отшельнику. И карта говорит: выглянет солнце, все встанет на свои места. Вопросы дома. Ну, вообще со знаком плюс, это, знаете, все-таки мы смотрим на личную жизнь. Так это место-то нашего уединения. Или это место как убежище, наш дом, по сути дела. Следующая карта как раз наш дом. Тыл, да, вот ваш тыл, как будто он надежный. Может быть, это и кому-то много вопросов, дел по работе, прямо будет мечтаться вернуться домой и отдохнуть. Я этого тоже не исключаю. Привести мысли в порядок. Еще один старший аркан — справедливость. И это по части дома. Ну да, тут у кого-то могут быть и буквально вопросы переезда. Вот так много карт совпало. Или оформление, может быть, недвижимости. Или поиск недвижимости, аренда недвижимости, заключение каких-то договоров, контрактов, может быть, и арендных тоже, да? Или кто-то продает, покупает недвижимость. Но тут вам нужно действовать, правда, дважды, трижды, четырежды по закону. И Э, задача прояснить, как же в отношении вас работает закон. Может быть, это вопросы, связанные с вашими даже где-то, ну, близкими, да, и одновременно с домом. Но какие бы ни были прения, обсуждения, все же вы должны вот как-то по справедливости поступать. Может быть и так. И для этой справедливости вы будете сами как-то продумывать ту или иную ситуацию и, может быть, будете искать даже методы, когда закон вас будет защищать. Вообще, это карта причины и следствия всегда, да? В некоторых колодах она прописана как карта кармы. Мы как будто вот нам по судьбе столкнуться с какими-то ситуациями и в личностных отношениях, или какая-то история, а может быть, долго длилось ожидание. Выводы надо делать, мои дорогие. Тут вот правда, ну, как будто не идет на лад, потому что мы задержались слишком в каком-то прежнем этапе жизни. А здесь нам может пространство, Вселенная дать какое-то ускорение. И если ты сделал что-то хорошо, то тебе, пусть руками других людей, ну, как будто к вам помощь приходит. Но вы можете узнать какую-то новость. Это тоже может быть в связи с вашим жильем, я не исключаю. Но, может быть, и были какие-то раньше вопросы, ошибки, кто кому-то переписать, может быть, придется документ по части дома, ну или какая-то еще иная конфигурация связана с вашим местом жительства или планируемым. Вот это не обязательно дом, где вы находитесь сейчас. Вы можете узнавать, отправляться куда-то, что-то согласовывать. Это то, что вы планируете на после. Поэтому просчитывайте все на берегу. Что ждет в работе?
Да и в работе тоже. В согласованиях придется менять методы, конкретно говорит чаша. О, восьмерка чаш, извините. Восьмерка чаш– это когда уже прежнее что-то не работает. Мало что оно не работает, так и нам уже не интересно. Мы уже не хотим даже оглядываться. Может быть, еще и остается что-то, да, что ценно. Но есть какая-то очень важная составляющая, которая вами буквально двигает вперед, заставляет вас идти вперед. Может быть, это где-то на уровне предчувствий. Кстати, у вас будет очень хорошо работать интуиция. Слушайте подсказки собственной души. У нас период такой может быть отчасти и интересный, но и с метаморфозами февраля. Что-то не вписывается ни в какой шаблон, ни в здравый смысл, а душа дает подсказки. Голос мудрости. Его важно услышать. Но тут по работе могут быть у кого-то из вас как дополнительная работа, да, потому что вы приходите к выводу, что ну вот сейчас или я не смогу получить больше доход по месту основной работы, либо вообще, в принципе, какой-то поиск работы. Но будьте внимательны. Я бы сказала вот что. Это планетарно, карты тут ни при чем. На весь период февраля не стоит, нежелательно рвать с кем-то отношения, в том числе и личное, да. Оставьте все, может быть, как есть, сделайте выводы. То есть тут не должно быть, знаете, как хлопанье дверьми, когда пусть и по работе, пусть достигает какая-то ситуация пика. Готовьтесь к новому этапу, но это не повод, знаете, хлопнуть дверью и уйти в никуда, мои дорогие. Нет, вот вам, может быть, придется продумывать по части именно вашего дальнейшего следования или вашей работы, вашей занятости. Или пусть это будут планы. У кого-то это будет именно поездка, но выпадает на работу, потому что нужно же проработать этот вопрос, будем говорить так. Но вы как между прошлым и будущим, вот действительно на волшебном мосту. Что же там ждет в деньгах? Для вас очень хорошо что-то новое изучать. Опять же, карта нам продолжает все то, что я сказала. Рассмотреть, может быть, альтернативные варианты заработка, то, что прежде вы не рассматривали. Может быть, придется обучение какое-то пройти, и тогда вот эти знания вы примените на практике, и у вас получится увеличить доход. По пажу Пентакли, конечно, это может быть для кого-то помощь детям. Буквально банально так. Но это может еще и свидетельствовать о том, что где-то, смотрите, вам выпала карта девятка чаш. Это конкретно о финансах. Но на финансы вам выпадает паж пентаклей. Мои дорогие весы, вам нужно сохранить деньги, потому что следующий период, может быть, это конец февраля, а там у нас еще и март, вам как будто эти деньги понадобятся. И там могут быть какие-то перемены или еще условности, которые вы пока не предполагаете. Основная задача– идти вперед и при этом сохраняя себя самого. Вот, наверное, так. Поэтому, ну, просчитайте какую-то траекторию. Есть то, что пока запутано, не видно, но выглянет солнце, и все встанет на свои места. Тем не менее, вот нам поэтому, может быть, мы и сомневаемся, где-то боязно идти вперед. А две карты скорости, перемещений, активности, знаете, такого жизненного драйва. Ну вот где-то к этому будьте готовы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.